Всем привет! We are Voxel Man, and you're watching Metal Detector! И для начала я хочу поблагодарить парней из замечательной испанской группы Obsidian Kingdom, которые прислали в подарок вот эту зачетную футболку, за что им большое спасибо. Добавлю, Obsidian Kingdom — это вообще одна из моих самых любимых команд. И это уже не слова благодарности, а факт. Ну а прошедшая неделя была весьма богата на новые релизы в таких бодрых направлениях, как New Groove и Трэш Метал. Так что сегодня в выпуске вас ждет мощный заряд адреналина. Смотрим! Открывает обзор пока еще совсем молодая, но отлично выстрелившая ярким дебютным мини-альбомом команда из Штатов. Музыканты этой реально качающей банды рубят смесь таких достойных жанров, как нью-метал, металкор и рэпкор, естественно, нехило приправляя эту гремучую смесь всевозможными электронными фишками. Альбом пропитан плотными гитарными рифами, жесткими ритм-секциями и мощным напористым вокалом, порой напоминающим своей манерой исполнения легендарную команду Clawfinger. С нетерпением ждем полноформатной работы. Нехило зарекомендовавшая себя команда из Франции порадовала своих поклонников третьим полноформатным альбомом. Основным направлением, свойственным музыке этой группы, образованной в 2008 году, принято считать дэткор. Однако участники коллектива решили разнообразить этот жанр и добавили в свое звучание эффектные и, можно сказать, эпичные симфо-элементы, которые сделали саунд группы еще более массивным и богатым. Новый альбом ярко выделяется разнообразными ритмами, выразительными гитарными рифами и соло, красочными оркестровками и, конечно же, напрочь разноплановыми вокальными партиями, среди которых встречается и хоровое пение. Сетевики, интеллектуалы, балаганы, зазывалы, телефоны залипалы, растворили себя до грамма по фейсбукам и инстаграмам, ржачным роликам и рекламам. Уже 8-й студийный альбом выпустила, не побоюсь этого слова, легендарная российская команда из города Нижний Новгород. Коллектив был основан в 1999 году и за свою историю рубил музыку в таких зачетных направлениях, как альтернатив металл, рэпкор, ню и индастриал металл. Сейчас же музыканты заметно поуспокоились и исполняют немного более коммерческую, но качественную смесь альтернативы и рэпкор, разбавляя ее современными металкорными фишками. Без сомнений, новый диск, в записи которого приняло участие несколько известных гостевых вокалистов, получился действительно добротным и интересным. Потому что злой, жизнь не любит слабаков. Среди тычков затрещин, пощечины шипков. Точно знай, жизнь не любит слабаков. Относительно молодая группа, представляющая Швейцарию, порадовала выходом второй полноформатной работы. Команда была основана в 2010-м, и первый свой полноформат записала буквально год спустя. Однако выход второго диска затянулся на целых 6 лет. Стоит признать, такие долгие ожидания оправдались по полной. Новый альбом получился проработанным, гармоничным, а главное, весьма разнообразным. Красочная и мелодичная смесь грув и модерн металл, грамотно украшенная электроникой, а удачная игра двумя вокалами не оставит равнодушными поклонников этих направлений.
the truth, you have the choice. You read that voice. Was it curiosity that brought you here? We haven't changed that much in 1,000 years. See you looking at me with the high school stare. Opposing machines placed up in the air. А на очереди дебютная полноформатная пластинка от молодой и многообещающей банды, представляющей Америку. Парни жгут мощный и напористый нью-металл с элементами рэп-кор. Бодрый вокал, качающие гитарные рифы, заводные ритмы и неожиданные вставки. Вот краткое содержание этого диска. Конечно, при тщательном прослушивании периодически можно заметить влияние старших коллег по цеху. Но это никак не портит общей картины, ведь альбом получился просто замечательный. Встречайте третий полноформатный диск от потрясающей супергруппы из Швеции. Проект был образован в 2005 году, и в его состав входят участники таких именитых команд, как Amon Amarth, Testament, Dead и других. Исполняют же парни высококачественный прогрессив-металл, просто поражающий своей красотой. По каким-то причинам музыканты решили снять видео на самую лиричную песню альбома, хотя сам диск не является таким уж спокойным и ровным. Он крайне разнообразен и без сомнения заслуживает высоких оценок. Молодая и заводная команда из Норвегии выпустила дебютный полноформатный диск. Участники коллектива жгут бодрую и насыщенную альтернативу, разбавляя ее элементами всевозможных жанров. Собственно, в этом и заключается главный плюс группы. Парни не привязывают свою музыку к каким-то определенным направлениям и экспериментируют по полной. Именно поэтому новоиспеченный альбом получился таким разносторонним и затягивающим. Легендарный коллектив из Германии, известный во всем мире, выпустил вот уже 14-ю полноформатную пластинку. Команда была основана в далеком 1982 году и за это время успела попробовать себя в множестве музыкальных направлений. Но основным жанром группы остался трэш-металл, с которого они когда-то и начинали. Однако стоит заметить, что в нынешнем творчестве команды зачастую встречаются элементы и других жанров, как, например, в данном треке, где явно чувствуются отголоски индастриал металл, которые музыканты исполняли в 90-х. Что же касается нового альбома, то он получился ярким, мощным и интересным, чего и следовало ожидать. Ну и напоследок 6-й студийный альбом от известной и колоритной команды из Финляндии. Проект был основан в 99-м и за это время претерпел немало изменений состава. Да и сейчас в комплектации группы творятся какие-то не очень понятные дела.
Однако все это не мешает музыкантам рубить мощный и добротный мелодик дэт-металл, умело украшая его оркестровками. Новый альбом оправдал все ожидания. Красочные рифы, блистательные соло, сложные ритмические рисунки ударных и отлично подходящий ко всему этому вокал. Всем этим просто пронизана новая пластинка парней. А на сегодня это все. Генеральный партнер передачи – самая крупная сеть рок-паблика ВКонтакте РМО Media Group. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, оставляйте комменты, слушайте достойную музыку. Пока!